Приветствую! Вы слушаете Антона Лознецова и смотрите телевидение Видобрата. И сегодня у нас тема книга Брихат Самхита и описание в ней строения человека. Ткани, клетки, генная информация, родовая генная память и нервная система, как система передачи импульсов, сигналов, построена на нейронах и нейротрансмиттерах. Как обычно, наши видео основаны на вопросах наших зрителей, и к нам комментарий написал один из наших зрителей такой вопрос. Вы говорите о книге Брихат Самхита и упоминаете такие термины, как ДНК или митохондрии. Неужели там такие есть слова в самой книге Брихат Самхита? Ну, во-первых, книга Брихат Самхита написана 1500 лет назад на санскрите, и там, разумеется, нет санскритских слов ДНК и митохондрии. Во-вторых, есть несколько переводов ее на английский язык, и в английском языке есть не только дословный перевод, а также расширенный перевод и комментарии. И комментаторы часто расширяют содержание книги, объясняя те санскритские слова, которые нельзя дословно перевести как ДНК, геном или клетка, цитоплазма, митохондрии, но которые то же самое означают в понятийном смысле. То есть есть некоторая суть, ее можно рассматривать с разных концепций. Современная концепция, медицина, физика, химия, древняя концепция, ведическая философия, ведическая наука аюрведа и так далее. И поэтому, когда я говорю, что в книге Брихат Самхита есть информация о строении организма, о органах, клетках человека, о частицах клеток, таких как ядро и цитоплазма, то там это написано не явно дословно, а в терминологии на основании ведической концепции. Вот то же самое там написано наследственность и генная родовая память, и описано восприятие человека как возможность его взаимодействовать с окружающей средой, получать оттуда информацию. Вот. И это называется в современной терминологии нервная система, и там есть нейроны, синапсы, нейротрансмиттеры, медиаторы. Надеюсь, вы знаете, что это такое. Но смысл этого — передача импульсов, то есть передача сигналов, информации, которая нужна для того, чтобы принять информацию извне, для того, чтобы управлять, то есть моторика, да, управлять телом человека, и не только движением, а там, метаболизмом, перистальтикой и другими движениями в организме. Вот, и для того, чтобы регулировать организм. И поэтому сейчас будет долгое видео, которое будет состоять из 3 частей, из 3 подтем. Что в книге Брихат Самхита есть в контексте физиологии строения тела человека, то есть органы, клетки и так далее. Что вторая часть, что в книге Брихат Самхита есть в контексте наследственности человека и генной родовой памяти, геном и 2 вида генома. И третья подтема, раздел этого видео, нервная система и ее аналогия для современных понятий и концепций, с точки зрения ведической философии и ведических наук. Итак, первая часть. Есть физиология и анатомия. В книге Брихат Самхита описана анатомия человека, то есть его части тела, и хирургическая, кости, мышцы, и терапевтическая, то есть внутренние органы. Вот. Но в книге Брихат Самхита описана физиология. Вот. Физиология — это жизнедеятельность, функционирование организма. Итак, глава 58. Вараха Михира описывает о том, как построено материальное мироздание, и дает шкалу или линейку измерений размеров мироздания и тех частиц, составных частей, из которых построено материальное мироздание. В какой-то мере это физика, иногда вплоть до квантовой физики. И в одной из шлок, 58 главе, Вараха Михира дает понятие такого термина на санскрите, как ану. Ану — это дословный перевод как мельчайшая частица. И если мы говорим о строении неживой природы, неорганическая химия, тогда это составляющие части неживой материи. Но поскольку у нас тема физиология, то ану в контексте построения тела человека можно перевести как мельчайшая частица тела человека. То есть это клетка организма. Вот. Поэтому это относится как бы
к мерам линейного измерения и к биологическим клеткам, это биология и другие науки, и к физическим измерениям, это физика и подобные науки. Вот. И более того, Вараха Михира говорит о величине этого понятия ану, да, имя санскритное очень, как смог, так и произнес, ану. Вот. Он говорит, что ану по размеру составляет 1/8 размера волоса. То есть диаметр волоса — это 8 ану, или 8 клеток, или 8 мельчайших частиц в ведической терминологии. Вы думаете, что здесь такого? Если вы это глубоко исследуете, либо с помощью энциклопедии, либо с помощью искусственного интеллекта, вы найдете уникальные соответствия между шкалой размеров в современной науке, физике, биологии, может быть, это наука, которая изучает песок и другие, геология, да, геодезия, геология. Вот. То есть размер человеческого волоса — это 1/10 миллиметра или 100 микрометров. Вот. Или это же одновременный размер самой мелкой песчинки, самого мелкого песка. Или есть такая мелкая поваренная соль, которая не каменная, а вот мелкая. Вот. То есть крупинка мелкой поварской соли, самая мелкая песчинка берега реки или моря, и человеческий волос, они имеют приблизительно один и тот же размер. Это 1/10 миллиметра или 100 микрометра. И это 8 ану, как написал Вараха Михира в своей шкале. Вот. Тогда что же будет такое 1/8 волоса или 1 ану, да? Вот. Это приблизительно 1/100 миллиметра или 10 микрометров. Вот. И это соответствует размеру очень большого количества понятий, явлений, вещей, которые мы встречаем в своей жизни, но которые мы не видим. Я их выбрал и приведу несколько примеров. То есть 1 ану, 1/100 миллиметра или 10 микрометров — это размер частицы пыльцы растения. Саму пыльцу мы видим. Вот мы понюхали цветок, засунули свой нос в желтый цветок, и у нас желтый нос. Что на носу? Пыльца растения. Мы видим ее, когда она собрана уже в какие-то совокупности. Но одна частичка — это она в 8 раз меньше диаметра волоса, и мы ее не видим по отдельности. Потом есть пекарские дрожжи, которые многие используют в кулинарии, если употребляют дрожжевое тесто. Одна клетка пекарских дрожжей — это тоже 10 микрометров или 1 ану. Вот. Мы видим какое-то марево, да, затуманенность. Это может быть туман, состоящий из капелек воды. Это может быть пыль, поднятая ветром. Это может быть дым. И вот размер крупинки сажи, размер пылинки в облаке пыли, само облако мы видим. Размер тумана, сам туман мы видим. Но отдельная его часть — это то же самое 1/100 миллиметра или 1 ану. Если есть самый простой микроскоп, мы можем увидеть частичку крови красную. Красная клетка крови — эритроцит. Ее размер тоже приблизительно 1/100 миллиметра или 1 ану. Вот. И бактерии, самые крупные одноклеточные живые существа, средний размер бактерии это 1 ану в терминологии Брихат-самхиты или 10 микрометров. Вот. И что интересно, Вараха Михира знал не только об этом, он знал, что вот на границе 1 ану, это вот эта клетка, да, в этом контексте, и 8 ану, это диаметр волоса, находится граница способности видения человека. То есть волос мы видим, это 8 ану в описании, но бактерию, эритроцит, клетку дрожжей или пыльцу растения мы не видим. И вот где-то между 1 и 8 ану проходит граница, у каждого острота зрения разная. Это как бы граница пределов зрения человека. Далее, глава 68. Там описана физиология человека, но на основании взглядов аюрведы, ведической медицины, и самудрика шастры. Это наука о теле, его признаках как указания. Вот. Ну и очевидно, что самое главное описание тела человека — это деление его на ткани, жизненные ткани организма, на дхату. И дхату 7, поэтому это сапта дхату, 7 тканей. Они дают 7 разных, как их называется, аюрведических сил, сара. То есть есть разное понятие силы, да.
Вала, Граха и так далее. Вот. И есть Медха, это липиды или жиры Маджа, это нервная ткань, она же образует не только спинной мозг, костный мозг, ну и нервы из нее созданы. Потом кожа — это особый вид ткани, асти — это кости, шукра — это репродуктивная ткань или семя. У мужчин это сперма, у женщин яйцеклетка. Ракта — это кровь, и мамса — это плоть. Чаще всего это мышцы или подобные ткани, подобные мышцы. И там описано, что помимо этого в контексте аюрведы имеют значение 5 великих духов, то есть маха-бхутов, которые чаще всего приводят на наш язык как первые элементы. И есть соответствие, что костями и кожей управляет Притхиви Махабхут, кровью и семенем управляет Джала Махабхут, обменом, то есть пищеварением, метаболизмом и подобным, трансформациями, лучше сказать, не обменом, трансформациями, управляет Агни Махабхут, движением и касанием, то есть перемещением сигнала, дыханием, как движением воздуха, вот, и осязанием управляет Ваю Махабхут, вот, и Акаша управляет восприятием звука, слухом и восприятием звуков, да, усвоением не скажем, ну, пониманием звуком, да, восприятие звуков. И как слух, и как нематериальный слух, как слышание, да. Более подробно это описывают главы 51 и 76. То есть там описаны части тела, какие должны быть пропорции тела в целом, отдельных его органов, а какие нормальные, какие аномальные, ну, размеры частей тела. Вот. И есть классификация органов и частей тела. Вот. Мужские органы и части тела — это мощные бедренные кости, это грудина, особенно в контексте ребр, да, не самих молочных желез, а вот грудь как четвертый раши карка. Вот. Руки и плечи. Вот. Женские — это понятно какие. Это живот, ягодицы, брови и подобные части тела. И есть и мужские, и женские, либо не мужские, не женские, нейтральные. Голова, спина, лоб и так далее. Вот. Более того, в 51 главе описывается репродуктивная функция человека, то есть физиология воспроизводства, да, зачатия. Вот. Как, ну, скажем, влияние менструального цикла, влияние состояния во время зачатия на будущего ребенка, качество семени, то есть шукры, да, спермы и крови женщины, вот, как они влияют на пол и на ну, свойства и качества будущего зачинаемого ребенка. Часть вторая. Наследственность в современной понимании и в сравнении с книгой Брихат Самхита. Значит, наследственность — это внутренняя память, да, живого организма, которая помнит, какова его суть, какого он типа, рода, да, какой он породы, и это воспроизводится. То есть более в духовном или абстрактном понятии это родовая память, то есть семейная, можно память сказать, память рода, породы, да, вот порода есть не только у животных, есть и у людей, нужно просто это замечать и правильно применять. Вот. И генная память — это память в генах, а ген от греческого слова ген, да, генезис, генерация — это творение, сотворение, произведение, воспроизведение, порождение, рождение и так далее, и роды. Вот. Чтобы это лучше понять, нужно знать, что в человеке генетическая память находится в геноме, и геном бывает двух типов: ядерный и цитоплазматический. Если как бы вам это не очень знакомо, то будет не совсем понятно, почему именно так описывал это Вараха Михира и такие приводил аналогии или как метафоры, подобие. Ну, давайте перейдем к главам. Глава 75. Наследственность в современной терминологии описывается информацией, хранимой в ДНК. Брихат Самхита, она описана, но в другой терминологии, на основании концепций аюрведы и метафизики, то есть ведической философии. Вараха Михира объясняет, что признаки от родителей к детям передаются через, ну, как бы качество, особенности шукры, то есть семени, это ядерный геном, и крови, ракта, это цитоплазматический или митохондриальный геном. Вот. И понятно, что ядерный — это центр, это более мужское,
Вот. А цитоплазма, это периферия, это женская, да, и мужские качества определяются шукрой, то есть ядерным геномом, который есть в семени мужчины. Вот. А женские качества определяются геномом в цитоплазме в митохондриях. Вот. И в терминологии Брихат-самхита это ракта, как кровь, но не только как бы в прямом смысле, а еще в генетическом, метафизическом смысле. И наследственность в Брихат-самхите описана Вараха Михилой на некотором примере. Он говорит, что вот давайте рассмотрим аналогии, да, метафору. Есть сеятель и то, что он засеивает. То есть есть семена и почва. И мужчина, как сеятель, своим семенем засеивает женщине. И тут аналогия, она почва. Вот. И имеет значение и какое семя, и какая почва. И в современной терминологии это называется генотип и фенотип. То есть дословно понятие генотип и фенотип в книге Брихат-самхита? Нет. Но описано это другими словами в концепции аюрведы и ведической метафизики. Описано семя мужчины как зерно, то, что засеивается. Описывает генотип будущего ребенка. Оно основано на его родовой семейных наследственных признаках. Вот. Он придает при этом породу ребенку, то есть глубокую внутреннюю природу. Но слово природу не хочется говорить, сущность. Не множество внешних качеств, не вот это множество природу, а сущность, дух, сознание, атму и качество рода, то есть вот родовые признаки. Фенотип описан на как бы метафоре почвы, которая принимает то, что дано сеятелем, вот, и оказывает влияние. То есть фенотип – это кто в каких условиях это семя будет прорастать и что будет в конце результата. И результат является совместным проявлением генотипа и фенотипа, то есть семени и почвы, отца и матери, рода и природы и так далее. Ну и поскольку Брихат-самхита – это все-таки поэтическое произведение, оно не просто написано в великолепных поэзии, стихах, да, вот, там еще много есть поэтических метафор. Вот есть цитата Вараха Михиры, что так же, как ветвь, отрезанная от дерева, или как семя, посаженное в почву, не меняя своей сущности, то есть не превращается в другое растение, также и атма человека, его дух, суть сознания существует, не меняется и перерождается, возрождается, рождается и порождает. Если вы правильно поняли вот эти разные значения этих 4 слов как бы с одним корнем. Вот. Ну и в итоге он еще раз подчеркивает, что основная сущность будущего и растения, и ребенка – это генотип, он берется от отца, но влияние почвы, то есть матери, тоже сильно, из-за этого будут разные различия, вот, и поэтому даже дети одних родителей, да, вот у них, допустим, там 5-6 детей, они все будут разные. Вот. И для тех, кто изучает нумерологию, есть некоторое подобие, аналогия в ведической нумерологии. Есть число сути и число жизни. Число сути – это число врожденной сущности, число духа, сознания, смысла. А число жизни – это число, его называют иногда судьбы, destiny. Но судьбы не как назначение, а как вот, обстоятельств. Так сложилась жизнь, такова судьба, такие были обстоятельства. Вот. Это вот еще одна аналогия в нумерологии. Да? Если бы Вараха Михира писал бы книгу по нумерологии, он бы это там тоже учел. 76 глава. Там много информации о зачатии и процессах, но кратко, там есть санскритские слова, которые подобны современной концепции хромосом X и Y. Вот, и Вараха описывает биологический механизм определения пола в момент зачатия. И опять же, как бы немного метафорически, он описывает это в своей терминологии. Если во время зачатия, то есть соития, сперма, семя мужчины преобладает над кровью, почвой, ракта женщины, то родится мальчик. Если во время зачатия кровь ракта женщины преобладает над спермой, шукрой мужчины, родится девочка.
Ну, а когда они будут равны по силе, там тоже есть описание, что будет. Далее, 68. Есть термин «анука» в контексте генетической родовой памяти. Хотя это раздел по физиогномике, то есть Пуруша Лакшана. Пуруша — это человек, а Лакшана или Лакшана, Лакшана — это признаки, знаки, особенности, качества, да? То есть качество людей, признаки людей, знаки. И там описаны различные подходы, и один из них говорится о том, что человек должен учитывать понятие «анука». «Анука», там длинное «у». Вот. И переводчик и комментаторы объясняют, что понятие «анука» — это ну, синоним того, что называем генетическая память в медицине и родовая память в контексте того, что мы изучаем как метафизику или философию. То есть влияет много факторов на характер, темперамент, норов и особенности человека, его род, его обстоятельства жизни, но еще влияют анука, впечатления от предыдущих рождений. То есть это индивидуальная, генетическая, она же родовая память конкретного человека. И все это вместе складывается. Описано взаимодействие генетики и психики. Иногда это называют психосоматикой, иногда другими словами, но это как бы вот нематериальное становится материальным, да, влияние психики на генетику. Многим это нравится. Там мы говорим, что своими хорошими мыслями мы притягиваем хорошие события. Чаще всего это не работает, но иногда, когда срабатывает, это нас очень сильно радует. Но влияние психики, мышления, мыслей на генетику описано так, что есть связь между психическим и ментальным состоянием матери с тем, каким будет будущий ребенок, ну, при его зачатии, да, при его зарождении. И дословная цитата Вараха Михиры такая: у женщины будет произведен, зачат, порожден плод или эмбрион будущего ребенка, сущность, черты и облик, то есть внешний вид этого ребенка будет подобен тому мужчине, о котором она думает в момент зачатия. Даже если физически, то есть материально, отцом является другой. Вот над этой цитатой и подумайте. Ну и в завершении 68 главы там описывается, какая должна быть правильное семя, то есть сперма мужчины, шукрадхату, и как ее оценить, как ее улучшить, чтобы зачатие дало здоровое потомство. И последняя, третья часть этого выпуска — нервная система в современной терминологии, то есть нейроны, синапсы, нейротрансмиттеры, медиаторы, как два варианта передачи импульсов, сигналов нервной системы, и как это концептуально понимал Вараха Михира в книге Брихат Самхита, и как он это описывал. Итак, глава 68. Маджа Дхату многие приводят как костный мозг. На самом деле это правильно привести ткань нервная. Из нее построен и костный мозг, и спинной мозг, и то, что является нервными отростками, да, нервными отростками. Ну, нервными, как вот линиями передачи сигналов, импульсов. Вараха говорит, что маджадхату, и подразумеваем нервная ткань, когда дословно, ну, трудно понять, как перевести, потому что в санскрите очень много есть синоним. Она функционально соответствует нейронам, как структурным клеткам, которые занимаются восприятием сигналов, их обработкой, хранением и передачей. Эти сигналы — это информация, благодаря которой работает нервная система. И она бывает двух видов. Либо электрическая, тогда это электрические импульсы по синапсам, либо химическая, тогда это нейротрансмиттеры, как специальные вещества, выполняющие функцию химической передачи, на которые реагируют сенсоры, да, приемники сигналов. Ну, дословная цитата звучит так. Маджа Дхату заполняет полости костей и формирует нервы в форме отростков. И она придает импульсы, ну, подразумеваем нервной системы, которые бывают двигательные или моторные, это для управления, да, сенсорные, воспринимающие, это для получения, для восприятия, для знания состояния окружающей среды, и регуляторные, это структура внутреннего управления организмом, да. Я не буду рассказывать лекцию, что такое внутренняя регуляция, я думаю, вы знаете, или сможете узнать-то легко. Поэтому слово маджа, основное значение — это сердцевина, чаще всего как костный мозг, но правильно переводить как нервная ткань,
образующая нервную систему и отвечающая за чувствительность тела, организма, моторику в организме и его регуляцию, то есть передачу внутренней информации. Глава 75. Там Вараха Михира соединяет как бы физиологическое и анатомическое описание нервной системы с философской, психической, да, мировоззренческой. Вараха Михира пишет, что благодаря вот этой вот нервной системе, да, нервной структуре, как системе передачи сигналов, на уровне уже не материальном, на уровне сознания и восприятия происходят процессы познания реальности, то есть восприятие с помощью манаса, воспринимающего ума, и осознание реальности с помощью атмана, как индивидуального сознания. И он говорит, что это основано на передаче сигнала через манджа, то есть через нейроны, передаче импульса. Вот. Ну и там больше уделяется внимание как бы метафизической или философским аспектам, да, то есть описано атма, как можно назвать дух, высшее сознание, которое вместе с манусом, это мышление, воспринимающий ум, объединяется для познания реальности. Они соединены с органами восприятиями, индриями, с помощью этой же самой ткани маджа, как нейронами нервной системой. Он даже описывает, что эти процессы происходят чрезвычайно быстро, то есть это мгновенная последовательность, и в этом причина возможности мгновенной реакции человека. В этой же главе 75 он описывает, что у человека есть 3 компонента, 3 гумора, 3 гуморальных составных частей. Это слово доша на санскрите, но вот посмотрите, как слово доша приводится с санскрита, и найдите там хотя бы несколько, ну хотя бы одно положительный перевод слова доша. То есть там будут все негативные переводы. И человек состоит из 3 дош, то есть из 3 чего? 3 проблем, 3 загрязнений, 3 ошибок, 3 повреждений и 3 опасностей. Поэтому слово доша часто появляется как проблема, ошибка, повреждение, негативность, но на английский язык это можно привести как слово хумор, то есть гумор — это компонент, составная часть, альтерация, складовая часть, да, составляющая часть. И описано, что нервной системе, которая занимается передачей импульсов, сигналов для 3 целей, да, восприятие, управление, моторика и регуляция, применяется вата-доша, то есть компонент гумор типа ветер, потому что ему соответствует принцип движения и принцип импульса, импульсивность. Да, резкости, можно сказать. Не огности, а резкость. Поэтому она обеспечивает передачу импульса в нервной системе. Современными словами, такими как нервная система, они описаны функционально санскритскими словами, такими как импульсы, движение, движение импульсов, и отсылается как бы к этому компоненту гумору, альтерации ветер, то есть квата-доши, который изучается в аюрведе более подробно, а книга Брихат-самхита, не книга по аюрведе, что дает понимание функционирования движения импульсов в организме. Ну и поэтому это очевидно, что есть нарушение вата-доши, то есть повреждения или дисбалансы типа ветер, то это соответствует расстройствам нервной системы, допустим, неврологическим болезням в современной терминологии. Кроме того, вот эта вот передача импульсов, сигналов, информации, она обеспечивается кожей. Кожа — это не нервная ткань, да, это не нейроны, но они тоже передают сигналы, и поэтому кожа тоже соответствует вата-доше, махабхуте ваю, ну и граха-шане, это понятно почему. На этом сегодня будем завершать, потому что мы не занимаемся глубоко именно медициной, аюрведой, но что хотелось главное сказать, что когда мы видим какой-то перевод древней книги, и там есть современные слова, то очевидно, что 1500 лет назад, когда писалась Брихат-самхита, не было слов ДНК, тем более в санскритском языке. Но подобные понятия в системе координат ведической философии, ведической метафизики, ведической медицины, вот, они были известны, и таким образом и древние джотиши, джотишака, то есть ведические астрологи,
и древние вайди, то есть врачи аюрведы, понимали, как устроен организм человека, ну, на функциональном уровне, на структурном уровне, и таким образом правильно диагностировали причины проблем, источники заболеваний. И хотя в своих, как бы, санскритских терминах, но описывали то же самое, что в современных терминах мы называем орган, ткань, клетка, ядро, цитоплазма, наследственность, генная память, родовая память, геном, геном ядерный или геном, ну, цитоплазматический, то есть периферийный, вот, и нервная система, линии передачи, да, нейроны, химические нейротрансмиттеры и возможность передавать сигналы для 3 целей: восприятие, действие, реакция, моторика и внутренняя регуляция. На этом на сегодня все. Благодарю вас за понимание. Вы слушали Антона Кузнецова и смотрели YouTube канал Ведаврата.